Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня мы будем вязать жилетку для кукол. Вязать я буду спицами, в качестве которых у меня большие иглы для мягких игрушек. Кусачками я отломила ушко иглы и наждачкой скруглила и зашлифовала кончики. Получаются вот такие тонкие спицы, самый раз для кукольного формата. А в качестве пряжи я возьму вот такие шерстяные нитки мулине. У меня это нити фирмы Риолис, смесь акрила и шерсти, по 20 метров в каждом моточке. Я взяла два цвета, черный и цвет слоновой кости. Для этого жилета я выбрала узор гусиные лапки, но вы можете выбрать любой другой узор, используя эту модель. Перед началом вязания я рекомендую связать образец выбранного узора, желательно хотя бы 5 на 5 сантиметров. Затем посчитать, сколько петель и сколько рядов входит в 1 сантиметр готового полотна. Плотность моего вязания основного узора этими спицами и этой пряжей составляет 10 петель и 8 рядов в 1 квадратном сантиметре. Умножаю эти 10 петель на желаемую ширину переда жилетки, и получается 70 петель. Начну жилетку с провязывания резинки. Беру светлую нить, делаю петлю и набрасываю ее на большой палец, оставив свободный хвостик примерно 25 сантиметров. Основную часть нити накидываю на указательный палец и захватываю оба конца оставшимися пальцами. Завожу спицу снизу и захватываю верхнюю нить, и также снизу ее вытягиваю. Затягиваю петлю и возвращаю нить на палец. Таким образом набираю все 70 петель. Чтобы закрепить свободный хвостик, складываю его с основной нитью. А для того, чтобы вязание было однородным, можно натянуть рабочую нить, сделав пару витков, например, вокруг мизинца. Начну провязывать резинку 1 на 1. При этом первую и последнюю петлю во всем своем вязании, вне зависимости от узора и ряда, я всегда буду провязывать лицевыми. Итак, первую кромочную провязываю лицевой. Затем 1 лицевая и 1 изнаночная. Так чередую лицевую и изнаночную петли до конца ряда. И последнюю кромочную также провязываю лицевой. Второй и все последующие ряды резинки буду провязывать по рисунку, за исключением кромочных. То есть на месте лицевых петель провязываю лицевые, а на месте изнаночных – изнаночные. Так вяжу всего 8 рядов. Теперь буду вязать основной узор.
Его раппорт состоит из 4 петель и 4 рядов. И вязать его буду лицевой гладью, то есть лицевые ряды будут лицевыми, а изнаночные ряды изнаночными петлями. Провязываю кромочную. Начинаю с 2 лицевых петель светлой нитью. Затем одну черную петлю. Это подготовительные петли. Далее 3 светлых и 1 темную чередую до конца ряда. Чтобы менять цвета было удобнее, фиксирую нить основного цвета этого ряда, а дополнительную накладываю второй и не натягиваю ее. Итак, вяжу 3 основных. А дополнительную темную нить захватываю, поднырнув спицей под светлой. В этом рисунке с изнанки будут получаться небольшие протяжки. Не стягивайте их слишком сильно, но и не давайте сильно провисать. Во втором изнаночном ряду провязываю кромочную, одну светлую, а затем 3 темных. Тем самым меняю основной цвет. В изнаночных рядах дополнительная нить должна быть перед вязанием. Мне удобнее оставлять ее висеть и захватывать только для провязывания одной петли. В третьем ряду буду смещать рисунок петель на одну. Провязываю кромочную, одну светлую, а затем 3 темных. В четвертом ряду снова меняю ведущий цвет. Кромочная, 2 светлых, и 1 темная. И далее повторяю 3 светлых, 1 темную. Это и есть весь раппорт узора гусиные лапки. И теперь начинаю его заново. 2 светлых, 1 темная, тем самым снова смещая на одну цвета петель. Провязываю узором 40 рядов. Вместе с резинкой получается всего 48. Начиная со следующего ряда буду формировать вырез горловины. Для этого общее количество петель делю пополам и провязываю по узору 33 петли, а 34 и 35 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо.
Переворачиваю полотно, не довязывая ряд. Вторую половину оставляю в покое и беру другую спицу. Теперь эта петля будет кромочной. Провязываю изнаночный ряд по узору. Следующий лицевой ряд также провязываю, оставив 2 последние петли, и их провязываю вместе. Таким образом делаю убавку в конце каждого лицевого ряда. Так вяжу 32 ряда. После этого на спице остается 20 петель. Обрезаю нити, оставив хвостики для сшивания. Теперь буду вязать другую сторону. Убавки буду делать уже в начале ряда и с наклоном влево. Также закрепляю хвостики и провязываю 32 ряда. Деталь спинки вяжу точно таким же способом, только набираю 58 петель и провязываю 64 ряда. Также разделяю петли пополам. Провязываю 23 петли. Затем делаю 3 убавки подряд, провязывая по узору, то есть 3 раза по 2 вместе. Далее провязываю изнаночный ряд, а затем еще 6 рядов, но уже с 2 убавками в каждом нечетном ряду. После того, как обе части готовы, сшиваю их по плечам. Вдеваю в иголку нить оставшихся хвостиков и поочередно продеваю их в петли половинок. Остальные нити также прячу в вязании. Теперь измеряю получившуюся горловину. Оформлю ее резинкой 1 на 1. Плотность моего вязания резинки составляет 9 петель в 1 сантиметре. Получаю 117 петель и плюс 1 для четного числа. Набираю их на спицу и провязываю 6 рядов резинки. Теперь буду закрывать петли эластичным способом, чтобы резинка не стягивалась. Первую петлю снимаю. Следующая петля идет лицевая. Значит, делаю накид с лицевой стороны. Провязываю лицевую петлю, а затем набрасываю на нее сначала накид, а потом и предыдущую петлю. Теперь изнаночная. Делаю накид с изнаночной стороны. Провязываю и набрасываю накид, и предыдущую петлю. Таким образом закрываю все петли. Совмещаю середину резинки и середину горловины спинки и сшиваю детали между собой по изнанке. Таким же образом подготавливаю резинки для рукавов. Возьму по 54 петли.
И также вяжу 6 рядов. И пришиваю эти рукавчики по бокам. После этого складываю жилет изнанкой наружу. И сшиваю его по боковым линиям. И вот такая жилетка для кукол у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HeoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!